Всем доброго вечера, друзья мои. Хочу сегодня снять первую лекцию, и это будет серия лекций «Тайны древних гримуаров». Гримуары и вообще сами по себе это книги, оккультные книги, книги тайн, книги мудрости, знания, тайных знаний. Именно поэтому каждый практик имеет свой гримуар, то есть свою тайну, которую он раскрыл и дал миру. Это лично его гримуар, его тайна. Это не обязательно одна книга, это его дорога, путь этого человека. И что он раскрыл, что он сказал, то слово, которое он сказал, те знания, которые он передал. Все священные книги народов мира изначально являлись гримуарами. Гримуарами может быть одного человека, многих людей. Гримуары, собранные за много тысячелетий, веков. Упорядоченные, где-то измененные и преподнесенные человечеству как священные книги. Все эти священные книги, все религии, они вытекают один из другого. Языческие верования, древние религии, древние культы, культ материнства, культ вымирания и воскрешания природы, культ солнца, приветствие солнца, называемое намаха, которое потом плавно перетекает в намаз и в молитву более, скажем, могущественной религии, которая придет позже. Поклонение земле, поцелуй земле, руки, которые держат как чаша, куда стекается благословение небес, и этим осеняют себя. Южный крест, который образует созвездие, и в сторону Южного креста уходит солнце на 3 дня, после чего выходит во время летнего солнцестояния. И многие считают, что распятие и уход на 3 дня, и воскрешение – это связано с культом солнца. Смерть бога Осириса и воскрешение его через 3 дня. Ешода и Кришна, которую называют Богородицей древности. Царица Небесная – это сама Инанна Иштар. Отец Неба и Матерь Земля. Титаномахия, война титанов и богов, нового поколения богов, которая закончилась победой богов, и титаны были извергнуты в Тартар, в недры земли. Война богов и фаворов в кельтской мифологии. Война дьявола и бога в теологии, в истории Библии. Противостояние тьмы и света, слияние воедино тьмы и света, древние боги и демоны, демоны, ставшие богами, демоны, которые руководили и руководят чувствами людей, страстями людей и низменными, и высшими, демоны, которые перебрались и ушли в свет, их назвали ангелы, посланники означает с греческого, а другие остались в тени, как темные древние божества, даймоны. Мы обращаемся к разным божествам, и у меня иногда спрашивают, а вот есть такой бог, много тысяч лет назад у Шумер был такой бог и так далее, а вот есть обращение, а я говорю, а зачем? Богов
бесконечное количество. Только в памяти человечества больше миллионов этих богов. Мы уже не говорим о тех богах, которые ушли в хаос, ушли и забылись уже, их не помнят, их культы. Мы обращаемся к тем божествам, к тем культам, которые имеют силу, а имеют силу только те, кто находится в сфере человеческого мышления и памяти. Боги питаются, мы как, знаете, излучающие энергию, аккумуляторы. Боги дают нам благо и забирают у нас эту энергию радости. Они питаются этой силой. И какой Бог больше получает просьбы и больше оказывает помощи, он больше питает свой эгрегор, и он силен, и он находится в мироздании среди нас, и в людской памяти он остается, оставляет свой след. Но также и боги зла существуют, и боги тьмы. Боги зла, они берут страданиями, им нужно дать гаввах. Они берут у нас гаввах. Боль, которым питаются. Они дают нам войны, они дают нам разлуку, они дают нам боль. Они все больше и больше подавляют нашу жизнедеятельность и преследуют более светлых, разумных людей, потому что им нужны люди загнанные, затравленные, напуганные. У них больше собирается этой боли, то есть дань этой боли. Один из них даже назвал себя так: «Я есть Гаввах, Ягова или Яхва», что потом как бы стал ветхозаветным богом. И все, что сам натворил на этой земле, он приписал совершенно другой силе, той силе, которая не стала доказывать обратное, поскольку была безразлична к человеку. Абсолютно было все равно, что думает человек о нем и как он считает его врагом всего человечества. И он не случайно выбрал эту силу, потому что он знал, что эта сила не будет доказывать обратное. И он переписал историю на него. Каждая священная книга переписана из более древних источников. В Библии очень много переписано с шумерских, с вавилонских текстов, потому что тот народ, который писал Ветхий Завет, он находился среди египтян, среди вавилонян, он все время был в гонении, в плену. И поэтому перенял очень много и переписал себе, как мудрость своего Бога. Именно поэтому эти книги, они являются историческим источником. Ислам создан на почве христианства, плюс шариат – это закон арабов. Кроме того, деяния пророка Мухаммада, деяния правоверных халифов, ну и еще история распространения ислама. Ну и после богословы приходят и добавляют сверху свои знания и прочее. И вот образуется новая религия, которая плавно как бы переходит с древней более на более современную. Если кто не знает, в книге «Языки», насколько я помню, есть такие слова, когда сказано о том, что когда Авраам выгнал Агару вместе с сыном Исмаилом, который стал прародителем арабов, и тогда тот, который создал, он сказал Агаре: иди подойди к сыну. Она говорит: не хочу видеть, как он умирает. А он сказал: подойди, Агара, к сыну, потому как я приумножу его, и потомство его будет великое, как песок в море. И выйдет из него великий пророк и соберет народы мои. Так что про Мухаммада в Библии сказано, просто многие не хотят это понимать, знать. Многие люди, которые считают себя верующими, знающими, они даже не открывали эти священные книги. Ни Библию, ни Коран, ни Бхагавад-гита, ни иные книги древности. Они понятия не имеют, о чем речь, поэтому вступают в спор и начинают уже
бешеными фанатичными глазами смотреть на тебя, а боги, они не нуждаются в защите. Богов защищать не нужно. Если человек пошел против богов, эти боги сами его накажут. Вообще против какой-либо силы идти не нужно, потому что во Вселенной все эти силы имеют право на существование. Когда ты идешь против какой-либо силы или оскорбляешь эту силу, эта сила обязательно тебя накажет. Неважно, какая сила. Не приемлешь христианство, хорошо, живи без христианства, но никогда не оскверняй святыни, никогда не затрагивай. Ты можешь говорить об этом, можешь обсуждать, имеешь полное право говорить, потому что свобода существует. Ну, по крайней мере, на бумаге свобода слова существует. Но оскверняя какие-либо святыни, либо сжигая книги и атрибуты, которые принадлежат этой религии, ты даешь возможность этой религии себе отомстить. Это не обязательно через людей или через закон. Нет, оно может тебя, имеет право уже тебя затрагивать, потому что во Вселенной, в потустороннем пространстве мы имеем право выбора. Мы можем выбрать любое божество, верить, поклоняться, прийти, попросить о помощи. И тебя никто из них не затронет. Один не скажет, почему ты ко мне не пришел, я тебя за это накажу. Нет. А вот если ты затронешь эту святыню, что-либо против этой святыни сделаешь, ты развязываешь руки этой силе, она может тебе отомстить. То же самое касается ислама. Ты можешь не приемлить ислам, ты можешь, никак не воспринимать эту религию. Но как только ты затронешь какую-либо святыню, мы уже не говорим о людях, которые могут тебя наказать. Даже если люди не будут знать, никто не узнает, не увидит, ты это сделаешь, ты знай обязательно, что через некоторое время это наказание обязательно придет. Придет именно от этого эгрегора, от этой силы. Нельзя никогда преуменьшать роль религии, потому что они питаются энергией людей, а их поклонников миллиарды, понимаете? Но каждая религия рано или поздно себя исчерпывает. Постепенно она начинает ветшать и уходит. Уходит с арены истории, приходит новая религия. И так бывает. Они меняют друг друга. Были религии более могущественные, великие, которые властвовали на земле 30 тысяч лет, 40 тысяч лет, и более 100 тысяч лет. И такие культы существовали. Но они ушли в небытие. Почему? Как только лишаются подпитки, они начинают уходить. Все имеет актуальность в определенное время. Друзья мои, почему мы думаем, что домострой, который был в средние века, он уже не актуален, потому что сейчас 21 век. А религия, которая была создана в средние и в первые века нашей эры, может быть актуальна в 21. Там же не только морально-этические какие-то каноны. Там и каноны жизни, которые сейчас уже неприемлемы. Сейчас уже нет, да воспитает муж жену свою палкой или плетью, да послушается, да побоится муж своей жены, жена своего мужа, жена мужа своего побоится и прочее, прочее. Уже этого не должно быть, потому что век меняется. Мы не можем, находясь в 21 веке, жить законами первого века или средневековья. Но морально-этические каноны религии, они, конечно же, действуют, если кто-то им следует. Совсем без веры жить тоже невозможно. Человек должен во что-то верить. Если ты взамен ничего не предлагаешь, то начинается то самое безбожие, которое относится не только к исламу и христианству, а вообще ко всему. Без богов жить невозможно. Человек должен знать, что он во Вселенной не один. Это факт, он не один. Просто богов множество. Когда открываете Библию, читайте следующие строки. «И восседает Господь Бог наш над всеми богами». Там не сказано «нет других богов, только Он один», поэтому там сказано «и восседает Господь Бог наш над другими богами». Значит, они есть. Что сказано в Ветхом Завете? «Ибо знай, что Бог твой ревнивый и не любит, когда ты поклоняешься другим богам». Если других богов нет, к чему ревновать? Согласны? Значит, они есть, и он знает, что они существуют. И об этом я говорю
в своей лекции «Яхве, несчастный сын Арамазда», можете открыть, послушать. Я помню в детстве, когда я читала Библию, мне было интересно, я вообще знаю хорошо и Библию, и Коран. Могу поспорить с любым из них, с любым верующим. Более верующего, чем я, еще поискать надо. Верующий – это человек, который верит в существование потустороннего мира и того Бога, который есть. Но не один. Я верую. Религиозность и вера – разные вещи. Религиозность – это больше внешний атрибут. Показать, что я верю, ходить помолиться. Помните кабаниху из «Грозы», которая на всех сплетничала, всех сталкивала лбами, дома была просто тиран и все время говорил: «Пойду помолюся за ваши души, за вас помолюся». Вот это религиозность. А вера – это когда ты понимаешь, что хочется кому-то сделать, отомстить, вернуть то зло, что тебе сделали, но ты понимаешь, что кто-то там увидел. Если ты сейчас можешь держать себя, то тебя наградят за твою человечность. Ты веришь, что все твои дурные и хорошие поступки кто-то видит и возвращает тебе, и оценивает их по достоинству. Ты видишь и веришь, то есть ты веришь в высшую справедливость. Вера. А есть религиозность. Это стелить ковер и молиться посреди улицы, где люди ходят в грязном месте, делая вид, что ты очень веруешь в своего Бога. Ты заставляешь людей не очень лицеприятно отзываться о твоей религии, о твоем Боге. Ты не делаешь хорошо, ты наоборот на поругание отдаешь свою веру. И за это ты можешь быть наказан, если кому кажется, что вот это показное, все, что делается, это хорошо. Это, наоборот, может быть наказуемо. Вы часто встречаете в интернете: если ты веришь в Бога, поставь класс. Если ты веришь в эту икону, поставь класс и так далее. Они собирают просмотры и на рекламу деньги, используя своего Бога. Они думают, что они за это не получат? Конечно, да. Бог, молитва, просьба – это нечто интимное, никто не должен знать. Может, этим людям прочитать? Если просишь у Отца своего Небесного, закрой двери и попроси в тайне. Отец твой, который увидел тайное, воздаст тебе явное. И когда делаешь добро, не труби об этом на каждой улице, ибо Отец твой, увидевший сделанное добро тобою, воздаст тебе явное. Не знают эти люди. Итак, почему я дарю вам свои знания и лекции? Один умный человек сказал: 100 человек, которые уверены в том, что Земля круглая, никогда не сожгут того, кто говорит, что Земля плоская. Но 100 человек, которые верят, что Земля плоская, обязательно сожгут того, кто верит, что Земля круглая. Невежество – это самый страшный враг. Все эти преступные организации на почве религии, на почве каких-то переворотов и прочее, это все на основе невежества построены. Все люди, которые берут в руки оружие и идут творить извиняюсь, неправильно, чудовищные преступления во имя какой-то веры и чего-то еще, это все от невежества. Умного, образованного, сильного человека, пусть даже он не закончил академию, но, по крайней мере, он знает тайну мироздания, он знает коны мироздания, законы, то, что нельзя нарушать. Такого человека вы никогда не заставите взять в руки оружие и пойти убивать себе подобное ради того, что тот не так молится или не так крестится. Не до всех дойдет это знание. Не до всех. Кто-то послушает, скажет: ой, такая интересная лекция, и забудет об этом. Кто-то послушает, скажет: ой, ну о чем вообще, зачем нам это надо, это неинтересно. Кто-то скажет: о, Господи, какой ужас, какие-то там страшные вещи говорят, демоны какие-то, ой-ой-ой, я отсюда убегу, а то мне прям плохо станет, как там при слове жопа падаю в обморок. Разные люди, но тот человек, у которого в голове это отложится и останется, знаете, знание равно власть. Потому что человек знающий, он властвует в своей семье, там, где работает, среди своих, среди своего народа, в мире, в обществе, в жизни своей.
он внутренне свободен. Мы не можем внешне быть свободны. Мы зависим от государства. Мы живем в государстве, мы платим налоги, мы платим ЖКХ, мы платим за разные услуги. Если нам нужно что-то починить, вызываем мастера. Мы обязаны соблюдать нормы приличия. Мы не можем сходить в туалет на улице там при всех. Мы не можем говорить о своем личном при всех, если мы разумные люди. Мы не можем заниматься любовью принародно. У нас есть определенные каноны, законы, морали, этики и государства, которые мы обязаны соблюдать, потому что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому мы полностью свободны быть не можем. Полностью свободным может быть только безумец в этом мире. У нас есть обязательства перед детьми, у кого-то перед родителями, смотря какие были родители. Есть обязательства даже перед мертвыми, сходить и очистить их могилу, и посадить там цветы, и красить оградку. У нас есть огромное количество обязательств. Мы должны, мы обязаны, мы должны соблюдать, мы не должны там кому-то причинять боль, мы не должны переступать грань и так далее. Но мы можем быть внутри свободны. Нашей душе никто приказать ничего не может. Никто не может сказать, верь в этого или не верь в того. Даже в древние времена цари, короли и прочие, которые были обязаны, вынуждены соблюдать определенные религиозные, моральные, там, общественные, этические каноны, сами по себе они были свободны от этого всего. Они это все соблюдали, потому что так было надо. Как сказал Генрих Наварский, когда предложили поменять, точнее, обязали ему поменять веру с протестантского на католическую, потому что иначе он бы не получил корону. И он сказал, Париж стоит мессы. И прошел эту мессу, поменял эту религию. Екатерина Великая, которая не очень-то хотела, многие говорят, что она с великим рвением. Нет, она, когда ехала в Россию, она не хотела менять протестантскую веру, очень не хотела, думала, что зачем это нужно. Свобода, мы же не в средние века, сейчас-то период там как бы реформаторства и так далее. Но когда ей объяснили, какие перспективы ей светят, если она поменяет веру, она с готовностью это сделала. А жила ли она по всем законам и канонам христианства? Конечно же, нет. Это значит, что один закон для нас, другой закон для них. Это так. Но она поняла одну вещь. Люди такие интересные создания, они ценят и любят внешнюю атрибутику. Неважно, кто ты, неважно, что ты из себя представляешь. Главное, делай так, как мы все. Не протестуй. Стань одним из нас. Понимаете, внешняя атрибутика. Внешняя атрибутика у меня иногда спрашивают. Вот я, например, прошу фортуны, удачи и прочее, но я живу там среди людей, в моей семье бывают религиозные праздники, могу ли я там участвовать? Конечно, да. Магия, в отличие от религии, не требует полного подчинения или отказа от всего, кроме нее и все. Магия, она не требует от человека жертвенности никакой. Ты можешь просить эти силы и можешь жить той жизнью, к которой привыкла, ничем не жертвуя. Есть определенные моменты, которые ты обязан соблюдать. Если ты переходишь в язычество полностью или раскрещиваешься, это твое дело, никто не будет за тобой ходить, смотреть, но ты уже не можешь соблюдать определенные праздники и прочее, потому что ты уже дала обет, ты перешла на другую сторону. Ты вернулась к своим родным корням. И сейчас вот то, что ты, если ты будешь бегать туда-сюда, просто вот те работы, касаемо язычества, у тебя уже не получится, и тебя уже не услышат. Почему? Потому что нужно осознанно перешагивать, осознанно возвращаться к своим корням.
Если ты не готова, если ты еще не уверена, что ты сможешь это все соблюдать, значит, не делай ничего. Но если сделала, обратной дороги не будет. А если будет, то вот там уже тебя точно не примут. Итак, хочу немного поговорить с вами о древних богах. О том, как боги становились демонами и демоны богами. Тот же самый Астарот, который был демоном, в определенное время ушел в ветвь богов, скажем так, в древо. Например, Иштар, Инанна, Астарта, богиня древнешумерская, которая была и в пантеоне египтян. Она покровительствовала египтянам. Потом она становится частью дьяволического древа. Становится одна из главных демониц дьяволического древа. Потому как объединяется, то есть становится супругой Астарота и берет его имя Астарта. Но при всем этом она была супругой Яхве до этого. Но ушла, сбежала к Астароту. И Яхве, который безумно любил ее, ревновал и ненавидел, в Израиле запрещает все культы Астарты. За это полагалась смертная казнь. Ее еще называли Иштар. Она берет под покровительство разные народы. Ее почитают как демоницу, ее почитают как богиню. И она собирает отовсюду от своего культа, любовного культа, который один из самых сильных. Любовь, война, власть, деньги, имущество, богатство. Она собирает и подпитывает свой эгрегор, то есть свое силовое поле, и из древа богов, и из древа демонов. Вот так демоны иногда переходили в древо богов. Поэтому в некоторых культурах вы можете встретить, что такого-то бога, там такой-то бог был, вот демон такой-то, а в другой культуре бог именно, ну, такой-то бог, вот тот же самый шумерский демон Астарот, который считается потом вавилонским богом Астаротом. И его культ и в Междуречии очень был популярен, и в Древнем Израиле, и в Закавказье, и прочее. Почему это происходит? Они заключают определенный союз с богами и уходят в их древо определенное время, иногда остаются там, пересекаются. Каждый бог, древний хтонический бог, он покровительствует своему жрецу, тому человеку, который возрождает его культ. Ну вот, предположим, культ Фортуны, который без лишней скромности ваш покорный слуга возродил. И это правда. После меня больше всего начали говорить о ней, показывать, то же самое делать, ставить кофе и прочее, прочее. Приумножились обращения к ней, но я начала внедрять. Я не говорю, что это я придумала культ. Он был в древние времена. Я его воскресила. Это богиня уникальная, потому что она покровительствует удаче. А удача нужна врачам, удача нужна морякам, удача нужна купцам, удача нужна воинам, удача нужна бизнесменам. Всем подряд нужна удача. Правда? Значит, к ней будет обращаться каждый человек. И это не случайно выбранное мной божество. Понимаете? И понятно, что она покровительствует мне, потому что я сделала что? Я возродила ее культ. Люди начали, миллионы людей к ней обращаться. Она начала помогать им.
И чем больше она помогает, тем больше людей начали покупать ее статуи, ставить, благодарить, просить. Она им дает то, что они просят. Ей это не сложно, она божество, она богиня. Она мировое, скажем так, огромное силовое поле. То, что ставим статую, я объясняла, что мы не статуям поклоняем, статуя разобьется, это обыкновенная статуя, можем другим заменить. Нет. Мы создаем некий портал. Наш алтарь – это портал, это место, это как в советское время, вот эта будка, куда ты заходишь и звонишь куда надо. Твоя прямая связь – это место силы. Это там, где двери открываются, там, где открывается дверь в потусторонний мир. И это место ты постепенно усиливаешь камни, свечи, серебро, золото. Это отцовская сторона, материнская сторона, луна, солнце. Солнце – это отцовская сторона, луна – это материнская сторона, таинственная сторона, женская, мужская сторона и так далее, и так далее. Потом культ предков. Это все началось постепенно возрождаться. Конечно, богов огромное количество. Но зачем ко всем богам призывать? Причем к богам, которые давно забытые. Их культы уже давно забыты, и они уже не имеют такую огромную силу на этой земле. Как вы думаете, почему религии борются между собой? За место под солнцем, за место влияния. Почему разные философии борются между собой? Это конкуренция, это место влияния. Чем больше людей к тебе приходят, чем больше людей просят, чем больше людей дают деньги, чем больше людей зажигают свечи, чем больше людей молятся, просят, чем больше людей хранят у себя эти священные книги этих направлений, этих религий, тем сильнее этот эгрегор, потому что оно питается постоянно от людей, постоянно их просьбами, молитвами, обращениями и так далее, понимаете? И поэтому боги и демоны тоже конкурируют между собой. Но в отличие от богов, эгрегор древних демонов, он никуда не уходил. Редкие люди обращаются к демонам. Редкие люди обращаются к демонам. И то через посредников, и то у проверенных мастеров узнают, как это делать, потому что просто так это нельзя делать. Ни в коем случае нельзя делать, не зная, куда ты лезешь. Они могут сожрать, забрать всю твою жизненную силу и оставить тебя ни с чем, как пауки ни с чем оставляют муху, вот просто вот пустая оболочка. Поэтому люди, которые балуются, играются с демонами, которые какие-то астралы выходят, какой-то ерундой занимаются, они потом в дурке заканчивают свои дни. Потому что это не просто так все. Но в отличие от богов, архидемоны или древние демоны, как мы их называем, друзья мои, они вообще не нуждаются в человеческой подпитке. Они питаются другими энергиями. И больше всего они забирают души после смерти к себе в свои огромные армии. Забирают. К чему ты склонен, туда и заберут тебя. Если ты предатель и холодный человек, если ты бесчувственный, если ты не любил людей, не любил никого, тебя заберут в армию демона Амона, этого белокурого демона. Кстати, к нему обращаются, когда хотят стать на время бесчувственными, чтобы он остановил, охладил чувства. Потом я научу вас, как это делать. Эти тайные знания, они даны вообще избранным. И то, что мы с вами узнаем, это капля в океане. Эти знания, многие из этих знаний записаны в библиотеках Ватикана. И Папа Римский, который должен владеть этими тайными знаниями. Вы не думайте, что достаточно усердно молиться, чтобы его поставили Папой Римским. Это смешно. Это люди с уникальными знаниями. Они как ключ
Больше всего знаний о магии хранится в Ватикане. Собирались эти знания. И все религии, которые запрещают магию, они это делают не просто так. Во-первых, конкуренция. Во-вторых, если люди будут много знать, как наш уважаемый Герман Греф сказал, вы что, если люди будут образованы, они будут много знать, как мы можем ими управлять и манипулировать. Он прям открыто сказал это. Вот я говорю то же самое. Если вы будете много знать, вы будете знать, как призывать деньги в свою жизнь, удачу, как навязывать свою волю, чтобы никто не понял, как себя уберечь от всякого судебного произвола. Это же знание, понимаете? Другие скажут, ерунда, это все бабушкины сказки, неужели кто-то верит в этих ведьм? Это наука не доказана. У меня всегда вопрос к этим людям. А наука доказала наличие Бога? Но вы же верите, что Он есть. А наука доказала, что Он душа после смерти вечна. Где доказательства научные? Но мы же в это верим. Наука доказала, что есть чувства. Но чувства же есть. А страх как образуется? Доказала наука? Согласно науке, мы должны как роботы просто быть. Потому что все остальное это выдумки, бабушкины сказки. А вот наука доказала, что сейчас перед экраном улетают вот эти яркие, огромные шары. Наука знает, что это сущности, что это духи. Потому что здесь очень много предметов, культовых предметов. И, естественно, здесь очень много энергии. Здесь очень много духов, которые приходят питаться этой энергией, этими ритуалами, этими энергиями огня, подношений и так далее. Наука может доказать, что это такое? Наука – это всего лишь мнение нескольких ученых, я вам скажу, не более того. Итак, вот эти знания даны не всем. Тот, кто высмеивает эти знания и говорит, что это все ерунда, эти люди никогда ничего не добьются в своей жизни. Они так и будут сидеть, ненавидеть всех, кто добился большего, потому что они-то не хотят добиваться ничего. И ждать погибели тех, кто чего-то добился, потому что, перед глазами маячит тот, кто доказал, что можно что-то сделать в этой жизни, а ты не хочешь. И лучший вариант, если бы этого человека вообще не было, чтобы никого не ставили тебе в пример. Но те люди, у которых пытливый ум, которые наблюдательны, они будут учить. Учение, как там, кто владеет знаниями, владеет миром. Вы знаете, многие люди, которые делали так, как я хотела, в тот момент, когда надо было это делать, они утверждали просто мне, что магия – это ерунда, что ее не существует, и что все это бабушкины сказки, никто не может меня заставить делать то, что я не хочу, какими-то заговорами. А сами делали то, что мне было нужно в этот момент. Именно то, что я хотела, они сделали это. Но если бы я даже в этот момент им сказала, ты делаешь то, что я хочу сейчас, они бы сказали, что это совпадение, что это все ерунда, в это не верят. Но тот человек, который хоть один раз что-то начитал, что-то попросил и увидел результат, этому человеку, то есть этого человека никто никогда не переубедит, что это бабушкины сказки, и что в реальности это не существует, что это просто нам кажется, или это совпадение. Никогда. Это значит, человек понял, есть тайные знания. И эти тайные знания искали все. И все люди, которые добились какого-то успеха, все люди, которые добились власти, поверьте мне, они обладали этими знаниями. Они знали, что надо делать, каким силам надо обращаться и прочее, и прочее. Если вы думаете, что наши управители не ездят к шаманам или каким-то таким людям силы, людям, имеющим знания, вы сильно ошибаетесь. Я когда-то в этом убедилась, когда я работала у одного такого человека, сильного, скажем, который добился многого.
который принародно отрицал и магию, и все это сказки. И я увидела у него некий талисман, и он сказал, что это от прабабушки, что это только мне доверяет и говорит, что это такое. Там это начитанное что-то, которое передается у них в семье, от отца к сыну. И что как только ему это передали, у него карьера пошла в гору. Итак, ангелы и демоны. Кто-то привык, что ангелы хорошие, демоны плохие. А как же ангел смерти? А как же ангел мучений? А как же ангел, приносящий болезни? Ангел – это посланник. Просто христианство, оно разделило древние боги тьмы. Они оказались плохие демоны и падшие ангелы. А боги, которые лояльно относились к этой силе, не мешали никак, безразлично были к этой силе. Тех божеств, тех демонов, даймонов, божеств, они назвали ангелами, посланники. Некоторые из них были лояльны с новой верой, с новым эгрегором. Но среди них, когда изучаешь их повадки, их биографию, этих ангелов, начало их создания, существования, ты понимаешь, что они от демонов мало чем отличаются, и даже, я бы сказала, более демоны, чем некоторые из них, из этих демонов. И те божества, даймоны. И те выполняют определенную свою функцию. Они управляют легионами. Откуда пошло 3 шестерки? Это когорты. Это когорты великих демонов, которые существуют в мироздании. Это 666 когорт. То есть, что такое когорта? Легионы. Но легионы больше называют ангелов. Темные когорты и светлые легионы. Так называют, когда, например, пытаются там обозначить или какую-то клятву, зарок дают, что заклинаю темными когортами и светлыми легионами. Так вот, когорты легионов, тех самых предводителей, именно столько. Поэтому эта цифра часто, как бы еще из древних времен, она часто функционирует. Говоря о том, что все демоны это служат Люциферу, это, конечно, большая глупость. Люцифер один из представителей дьяволического древа, но не все демоны ему служат. Не все сражались за него, он воин. Демоны существовали еще до него. И вот эта титаномахия в греческой мифологии, война богов и фаворов и прочее, оно плавно переходит в Библию, войну дьявола и Бога, и павших ангелов, падших, извиняюсь, которые упали вместе с ними и начали управлять адом. Теперь, что значит ад? Это из греческой, значит, философии, мифологии, гадес, ад, аид. Царство смерти, царство бога смерти. Однако, поскольку все это перемешалось, и много раз менялось, и тексты, и прочее, темное царство или тьма, которая не находится под землей, она находится вообще в общем пространстве. Мы все живем во тьме, если хотите знать. Солнце подходит к нашей планете, становится светло. Солнце отходит, тьма. Мы во тьме живем. Нет светлых и темных богов. Они все темные. Просто есть темные боги, очень темные боги, а есть злые боги.
Силы делятся надвое. Темные и злые. Откройте, пожалуйста, мою лекцию. Значит, из мироздания, полное объяснение. Я там объясняю, что по новой мне это все не объяснять, там целая лекция. Если Бог над богами, тот самый Отец богов, архисила, великая сила, которая всем этим руководит, да. Но в отличие от этих богов, у него нет ни характера, ни описания, ничего. Он вечность. Он управляет хаосом и космосом. А теперь к хаосу и космосу. Хаос в переводе пустота, космос – порядок. Но такая ли пустота? Давайте я вам приведу такой пример наглядный, чтобы вы сразу поняли. Вот вы приходите в ресторан, заказываете блюдо. На кухне там режут лук, мясо жарят, все это перемешивается, все это делается, салаты, майонез, все где-то лежит, все везде эти банки, склянки, кастрюли, все это красиво, значит, расфасовали, все это поставили, принесли и угощают вас, поставили перед вами. Вот кухня – это хаос, а ресторан – это космос. Хаос – это то место, вот тот котел, где все бурлит, кипит, варится, все это готовится. Там в хаосе рождаются сущности, силы. У каждого своя мощность, у каждого своя сила, у каждого свой характер, у каждого свое предназначение. И они выбрасываются, хаосом выбрасываются в космос. И в космосе, что есть Вселенная или мироздание, вот там каждый из них находит свое определение. Кто-то становится духом природным, приходит сюда. Кто-то становится демоном, кто-то становится божеством и так далее. И наши души, друзья мои, наши души всех нас, откуда кто приходит, чтобы вы понимали, тебя тянет в лес, ты любишь природу, ты хочешь там жить, ты хочешь в лесу жить, ты не хочешь даже к людям выходить. Тебе там приятнее. Многие говорят, оставь ты эту тайгу, приезжай в Москве, живи в центре. Не хочет человек, он задыхается в этой Москве, он хочет в тайгу, там, где в жизни вы не пойдете. А он пойдет туда, в шалаше будет жить, с медведями, с волками. Он там счастлив. Почему? Потому что он лесной дух. Он лесная сущность, которого вселили в тело, отправили как человека родиться здесь. Вот есть человек, он злой, он ненавидит всех подряд. Не пожалеет ни котенка, ничего. Рубль не даст своим детям. Он упырь и нелюдь. Кто он? Он тот, которого призвали, взяли из царства зла, положили, сунули в тело, извиняюсь за грубость, и отправили сюда как человека. Он дух зла, только он в теле находится, понимаете? Нам почему-то кажется, что все люди одинаковы. Мы же люди, мы все время говорим это. Но мы же люди должны понять друг друга. Вы не понимаете, мы не люди. Мы разные сущности в людских телах. Поэтому мы абсолютно можем быть разные. Нет человеческой души там. Не существует. Человеческая душа уходит отсюда. Человек умер, душа уже человеческая, какая бы она ни родилась изначально. Она уходит туда, как душа человека, и второй раз сюда не приходит. Все. Нет перерождения, не было никогда. Это философия всего лишь восточная. Вот эта душа вышла и ушла, как человеческая душа, а приходит сюда. Души разные, с разных недр хаоса и космоса. И запомните, если ты выкидываешь котят, твои потомки будут оставлять своих детей в детских домах, на улице, будут рожать, оставлять в туалетах.
все повторяется в своих детях. Но ты можешь выкинуть этих котят, можешь топить, душить и так далее. Так и делают эти люди. Многие люди. Был один представитель духовного сана, который травил котят. И детей этому учил. И не видел в этом ничего зазорного. Он же человек. Человек Божий, как он может это сделать? А вы спросили, какая у него душа? Он может быть человеком хоть каким. У него руки, ноги, глаза. Это не значит, что он человек. Это сущность некая воплоти. Мы все сущности воплоти. Внутри нас живет некий дух, некая душа, которая нам дана оттуда. Дух. Дух приходит, внедряется внутрь человека. Получается человеческое создание. Человек. Воодушевленный человек. Одухотворенный, как хотите, это оттуда идет это название, понятие. Человек умер, этот дух, который там был, эта сущность выходит как душа уже человека и уходит туда. Впрочем, вы можете посмотреть это в моей лекции, откуда мы пришли и куда мы уйдем. Различные книги собирали различную информацию за тысячелетия из разных источников. Соединяли воедино, пытаясь создать общую картину мира. Демон Самаэль. Я назвала своего сына Самаэлем, но поскольку в ЗАГСе невозможно было такие имена регистрировать почему-то, то я заменила как Самуэль. В принципе, это одно и то же имя, просто разные интерпретации. Самаэль предводитель ушедших воинов. В различных источниках, начиная от шумерских, заканчивая Торой и Библией, его называют и один из ангелов смерти. Но это не так. Ну, это не совсем так, один из. У него есть очень много разных обязанностей. Он ангел, который руководит ушедшими воинами. Один из великих демонов, позже ставший ангелом, которого зовут Михаил. Некоторые источники, например, считают, что Христос, сам Михаил, который родился, пришел в этот мир, а потом вернулся назад, потому что его часто называют предводителем воинства, который сражался с Самаэлем. И они равны по силе. Михаил означает ровен Богу, как Бог. Но я хочу вам сказать, что не совсем еврейские корни этих имен, многие неправильно понимают. Там, где Эль или Иль, Бог или Святой Дух, приписывают как бы их именам. На самом деле это не совсем так. Бог Эль, если помните, я посвятила этому лекцию, это изначальная древняя сила, которая является основой многих законов мироздания, законов мироздания. Откройте, посмотрите, Бог Эль. Мою лекцию вам станет понятно. Так вот, Михаил и Самаил, или Самаэль, они все время ведут сражения между собой. Согласно древним источникам шумерским, боги создали мир благодаря двум силам. Хисаэт – это милость, и Гевура – строгость. Так вот, Самаэль – это Гевура, строгость, это страна строгости, жесткости, не жестокости, а порядка. Если ты нарушаешь порядок, ты отвечаешь за это. Вот он страж Гевуры, страж строгости, а
Михаил – страж Хисета, милости. И когда Самаиль приходит наказывать человека, то Михаил становится между ними человеком и не разрешает, не позволяет ему переступить, дает человеку один шанс. Поэтому всегда помните, что когда в вашей жизни случается что-то, что вас за вашу подлость, нехороший поступок не наказали, это Михаил встал между вами и Самаилем, который пришел со своим мечом покарать вас. Значит, вам дали шанс. Не наглейте из-за этого, из-за безнаказанности. Люди всегда ошибочно полагают, что пронесло. Все хорошо, значит, не знают там. Там знают. Просто когда Гевура приходит вас наказывать, то Хисет становится и не пускает. И дает вам еще один шанс исправиться. Второй раз Михаил может не прийти, не встать возле вас. И тогда придет Самаэль. И вы то, что сделали, за это можете получить страшное наказание, вплоть до смертной болезни. Далее пойдем. Хисет и Гевура всегда друг друга дополняют. Почему? Потому что строгость без свободы – это тирания, это подавленность. А свобода без строгости – это вседозволенность и хаос. Так вот, вот эти две силы, они всегда есть внутри человека. Михаил и Самаил всегда ходят рядом. Сделал подлость, сделал глупость. Пронесло, больше не делай. Второй раз он не придет за тебя заступаться. Пойдемте далее. Лилит. Создана из огня. Ева создана из земли, Лилит из огня, огненная женщина. Ночной ужас на крыльях ночи. Пришел и встал над башней. Так сказано в Библии про Лилит. И создал Бог женщину, и мужчину и женщину, и сказал им: любите друг друга, плодитесь и наполняйте землю и владейте ею. А потом говорит: и увидел Бог, что один человек, и сказал: негоже человеку быть одному, сотворим, сотворим, не сотворю. Внимательно читай, сотворим, значит, Бог был не один. Сотворим ему жену, друга. И взял, и пустил на него дремоту, и взял у него ребро, и создал женщину. И вот она стала как ребро Адамова, и звали ее Ева, мать всех живущих. А равносильная женщина куда делась? Никто не спрашивает. Не созданная из ребра, а созданная вместе с Адамом. Она была из огня. Он любил ее всю жизнь, и все традиции, древние книги мира об этом говорят, что он безумно любил. Но она сбежала с ним. Она сбежала с дьяволом и родила новый род создания. Демонов. А младшие его дети – инкубы и суккубы. Но есть еще одно «но». Коран говорит: человек создан из праха, а джинны из огня. Наводит на мысль, что они тоже дети Лилит, из огня созданные. Может, праматерью была Лилит? Кто знает, версии разные. Видите, как когда человек проникает в эту всю мировую философию, ему намного легче жить в этом мире. Ведь наша прародина, друзья мои, там, мы все туда уйдем. Это временная суета здесь, временные трудности в этом мире непонятном, полном противоречий, глупости и так далее. Но наша Родина там, и мы обогащаем свои души и готовим себя когда-нибудь там находиться. Но с этим опытом и знаниями, потому что в другом месте мы опыт не получим. Там нет опыта. Там мы ушли, какие были здесь, там мы будем и такие. Кстати, нас так и встретят, согласно нашим деяниям.
Итак, Лилит не пожелала быть женой земного мужчины. Она ушла в демоническое древо. Через некоторое время она становится демоницей. А потом она становится богиней. И она становится одна из цариц дьяволического древа и остается там. И до сих пор она остается там, она так и существует. В этом обличии, в этой ипостаси. Значит, первая женщина Адама была не человек, а кто-то извне, потому что человек, человеческая дочь не могла стать божеством или демоницей. Это должно было быть некто другое, духовное существо. Если бы Лилит осталась с Адамом, то человечество имело бы совершенно другие корни, другую физиологию, другую силу. Потому что слияние человека и духа сделало бы нас совершенно иными созданиями. Но, увы, получилось, как получилось. Есть среди демонов тот, который владеет всеми знаниями мироздания. В его руках ключ ко всем познаниям, к тайне мироздания. Как вы думаете, к кому обращались древние колдуны, ведьмы, за знаниями тайнами? К Богу или к демону, который относится к пантеону богов и демонов, которого звали Астарот. Астарот, согласно древним книгам, когда Люцифер решил покорить его и подчинить своей воле, то отступил. Потому как никто не владеет такими знаниями, как Астарот. При желании он может раскрыть человеку всю истину и показать истинное нутро всех, кто вокруг него. Если человек желает покончить с ложью, он обращается к Астароту. Но обращается через жреца, потому что демоны не любят, когда люди непосвященные смеют подходить к их энергиям, к их силам, к их пределам. Демон тайных знаний. Демон, который владеет истиной. Его называют владелец или предводитель истины. Астарот. Поэтому его культ, когда ставили в различных царствах древних, иные боги протестовали. Они боялись, что Астарот откроет правду людям про них, кто они есть на самом деле. И если они обманывали поклонников своих, то в скором времени их культ перестанет существовать, потому что у людей откроются глаза. Так что Астарота боятся и ненавидят. Как боятся и ненавидят любого человека, который говорит правду. Говорят, что Астарот приходил к людям как человек с разными глазами. Поэтому разноглазых людей боялись, боялись разноглазых животных, считая их демоническими созданиями. И часто Астарота сравнивают с Даджалем, который в исламе, равен, скажем, в христианстве тому же самому Антихристу. Тому, кто придет и закончит, завершит и поставит точку всех религий. Так считается. Их боятся и ждут. Я вам скажу, кто это. И Даджаль, и Антихрист, если хотите знать. Это искусственный интеллект, который создает и создаст другую религию. Отведет людей совсем по другой дороге. Он и есть. А люди почему-то думают, что это какой-то дяденька в шляпе, который придет, как там: «Здравствуйте, я ваша тетя». Люди все воспринимают буквально. Нет.
Это конец старого мира и начало нового мира. И когда вам говорят конец света, это и есть конец света. Конец всему, к чему привыкло человечество. Морали, знания, конец границам, конец понятиям Родина. Конец. Начало нового миропорядка. Мы же видим это. Это когда некий разум через своих представителей начал руководить нами. Вы думаете, искусственный интеллект просто так пришел в нашу жизнь? Это некий разум внеземной цивилизации, который дал нам вот это вот совершенно новое, прекрасное и страшное. Смотря как мы используем это. Многие вещества, которые были даны человечеству для того, чтобы смягчить боль, люди использовали совсем по другому предназначению, пока не начали умирать от этого. Человек все опошляет, он все превратит в прах, увы. Один из великих демонов, которого позже прозвали ангелом, Анаэль. Анаэль, который дает ясновидение. Но я вам не советую бегом бежать и просить у него ясновидение, он просто так не раздает. Однако ясновидцам дает силу видеть большее. Анаэль открывает глаза. Его называют открыватель глаз. Глаз внутренних, не физиологических. Анаэль показывает то, что сокрыто. Анаэль заканчивает ударом мечи, старый порядок, и начинается новая жизнь. Это демон истины, который ушел и в древо ангелов, но в то же самое время свою демоническую природу не оставил и не забыл. И поэтому к нему обращаются. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему ведьмы и колдуны обращаются к разным силам. Потому что они понимают, что у них одинаковая природа. У них общая одна природа, но они ушли в разные просто направления. В разные демонические, дьяволические, божественные древа. Но свою природу, свое предназначение, откуда, то есть которую они получили, еще будучи в хаосе, и вышли с этой природы в космос и нашли себя, применение себе, они свою природу никуда не дели, изначальную. Именно поэтому все силы, они нас слышат. И при обращении просто надо знать и уметь, как обращаться. Нельзя просто так прийти. Вместо помощи можно получить совершенно иное. Великаны. Великаны, которые родились, заполонили мир, из-за чего случился потоп, чтобы их убрать. Историки, археологи до сих пор, когда откапывают что-то интересное, огромные скелеты огромных людей, и мы приходим к выводу, что род великанов на земле все-таки существовал. В Библии об этом сказано следующее. «И увидели сыны Божьи, дочерей человеческих, и были те прекрасны, и влюбились они, и вошли к ним, и зачали от них детей, и рождались великие люди, великие князья, сильные люди, но были они нравом злые». Когда говорят, что ангелы бесполые создания, вот здесь уже возникает очень большое сомнение. Значит, они все-таки не бесполые создания. И почему-то больше именно мужской пол ангелов мы рассматриваем. Имена мужские. Значит, энергия мужская, она сильнее во Вселенной все-таки. Как ни крути. И верховные боги относятся к мужской природе. Мужской, да. Так вот. Но была одна
прекрасная женщина, которая больше всех привлекала внимание небесных созданий. Наама ее звали, дочь Намеха. Она была очень красивая, настолько прекрасная, что в нее влюблялись и ангелы, и демоны. И в конце концов ее забрали. Ее забрали в демоническое древо, и она стала духом вожделения или богиней вожделения. И стала одна из великих демониц вместе с Лилит, Аградот и Махлот или Махлат. О них я отдельно потом расскажу еще раз. Это те когда-то земные женщины, которые были забраны и которые остались там. Значит, из этого следует, что человеческие женщины, да, человеческого происхождения вполне могут оказаться демоницами потом. Почему в древние времена чаще это происходило, чаще было слияние потустороннего мира с миром людей, чаще спускались определенные сущности, люди чаще сталкивались с ними. Дело в том, что тогда люди имели совершенно иной уровень духовности. Они не были наивны или глупы, или не начитаны. Они были в духовном плане более открытые. И чем дальше человечество начало отходить от традиций своих обычаев, от древних знаний, которые соблюдало, чем больше преобладали деньги, имущество над духовными богатствами, тем больше она стала закрытой. Вот как ребенок, например, рождается или в малом возрасте, он видит сущность, он видит потусторонние миры, и он видит то, чего не дано видеть взрослым людям. Но чем старше он становится, когда он уже может рассказать, что он видит, когда он уже внедряется в эту бытовуху взрослого мира, у него забирается вот это качество видеть потустороннее. Мы много раз видели, как наши маленькие дети, лежа на кровати, пока мы что-то там делаем, делами занимаемся, и вот тянет ручки вот этот младенец и с кем-то играет, гукает, улыбается, смеется. Почему так происходит? Потому что кто-то с ним играет, он видит его. Или ребенок там пальцем покажет какой-то на комнату или на угол дома и вот скажет дядя или тетя. А мы, конечно, не видим. Но когда он уже может описать и рассказать, то эта особенность уходит. Вот человечество тогда было в своем младенческом возрасте, когда она была более невинна, более открыта, и поэтому больше видела это потустороннее и записывала, и писала, и из уст в уста передавала. Это все становилось легенды, рассказы, эпосы. И то же самое о драконах, которые существуют, но они стали невидимы, ибо не хотят, чтобы люди видели их. Те же самые джинны, которые ушли от людей, ушли подальше и озлобились против них, и начали мстить им. То есть они когда-то жили вместе. Например, в армянской мифологии слова есть, начало вот рассказа. Когда-то боги жили среди людей. И люди были детьми богов. И боги, и люди видели друг друга и говорили. И это были в древние-древние века или в древние времена. Вот так начинается рассказ. И таких подобных рассказов очень много. Почему тогда было столько явлений, люди записали, оставили, а сейчас нету? Потому что сейчас мы это в упор не видим и не замечаем. Люди были ближе к природе, к камням, к рекам, к лесу. И сейчас это есть. В деревнях это еще сохранилось. И вера в домового, в лешего. И люди знают, что это существует. И вера в русалок, и они это видели. Но люди, которые погрязли в этом всем, им это не объяснишь. Когда профессор поехал на рыбалку и
остался в лесной избе, и ночью кто-то начал ходить, кто-то начал стучать, и он пришел в ужас и начал думать, что я всю жизнь занимался наукой, неужели я буду в эту ерунду верить, в эти все потусторонние и прочее, прочее. А потом он сам себе сказал, но мы же не хозяева Вселенной, почему нам кажется, что мы такие умные, что мы не должны, понимаешь, опускаться до таких дебрей, чтобы изучать что-то потустороннее, вот эту всю ерунду, верить в эти сказки. И в какой-то момент его осенило, что тысячелетиями люди знали это все и общались с этими силами, и по-доброму к ним относились, и те отвечали тем же. И он начал оставлять конфеты, он начал говорить с этим созданием, он начал просить хозяина не шуметь. И в какой-то момент этот дух спас его. Когда он был, значит, на улице, что-то делал, и кто-то из дома его позвал, он сначала опешил, не понял, что происходит, побежал в эту избу, то есть не из дома, а побежал внутрь избы, что-то вечером делал. Он побежал, и тут же, когда уже собирался выходить, поняв, что там никого нет, он увидел, что стая волков приближается к этой избе. Естественно, он тут же закрылся, и это спасло ему жизнь, потому что это было буквально доли секунды. Когда бы они его догнали, он бы не смог просто потом уже убежать от них и так далее. То есть вот ответ хозяина этой избы, он по-доброму к нему отнесся, и тот по-доброму его спас, а мог бы не спасти, поскольку, видимо, он не нравился этому хозяину. Могло бы быть совсем по-другому, был бы другой сценарий, согласны? Вот почему не нужно никогда надменно думать, что мы такие умные, мы хозяева Вселенной, мы летаем в космос, понимаешь? У нас есть ноутбуки, у нас есть гаджеты и какие-то там силы, духи, демоны. Что за ерунда? Нет. Вот именно это нас загубило, что мы думаем, что мы все знаем, мы самые умные, и мы забыли, что есть духовная сфера, помимо физической, духовная. И пока мы не вернемся обратно в духовную сферу, не начнем искать познание, прежде всего познание, а потом уже материальные блага, ни к чему хорошему человечество не придет. Вы когда-нибудь слышали про Амона, ангел предела, ангел холода, холодных чувств? Я уже забыла, рассказывала ли в начале лекции, расскажу еще раз. Он ушел и от демонов, и от богов, и от тех, кто стал посланниками, то есть ангелами. Он не испытывает никаких чувств никому. Он никого не любит и никого не ненавидит. Он холоден, и к нему обращались, когда нужно было охладить чувства. Чьи-то, свои, чужие. Охлаждение чувств абсолютно. Когда вас преследует кто-либо, он испытывает к вам ненависть. А кто-то, может быть, и любовь испытывает и маскирует это под ненависть. И вот если человек хочет, чтобы от него отстали, нужно, чтобы он стал безразличен этому человеку. А иногда нужно проявить хладнокровие, чтобы не бояться ничего, ничего не чувствовать, идти вперед. Хотя бы временно иногда чувства мешают человеку. Они приводят его в отчаяние. Они не дают ему идти вперед, они не дают ему развиваться, ему больно. Он чувствует боль и ничего больше не может делать в этой жизни. Это останавливает его. И для этого тоже нужно, чтобы чувства охладели на время. И тогда тоже обращались к Амону. Это кто-то скажет, это тот самый Амон-Ра, который бог Египта. Нет, это демон Амон. Холод, холодный, бесчувственный, мертвая душа. По-разному его называли. Он забирает души предателей к себе. Души бесчувственных людей забирает к себе потом. В наказание, в свое вот это царство холода, царство безразличия,
Но он помогает человеку успокоиться и на время притупляет все его чувства для того, чтобы он ничего не боялся. И человек не чувствует ничего, ни страх, ни радость, ни любовь, ничего. Иногда это очень полезно для того, чтобы выйти из депрессии, выйти из переживаний, из боли, из страданий. Иногда нужно отключить все свои чувства. Он приходит на помощь и помогает. Только надо знать, как это делать. Я постепенно вас научу этому. Не ко всем демонам можно обращаться. Не ко всем, конечно. Особенно непосвященным людям. Но к некоторым можно. Демон, который помогает человеку создать империи. Демон, который создает эти империи, а потом рушит их. Потому что дает им иллюзию власти, дает им разврат. Знаете, эндорфин тянет их во всякие зависимости от всего, от каких-то веществ, от алкоголя, от игр. Его зовут Бельфигор. Если человек, который получил власть, силу, знания, деньги, не впадает в это самолюбование и умеренно это тратит и правильно живет, то он избежит всего того, что может с ним случиться. А если человек, получающий власть, деньги, имущество и много чего еще, заиграется в это все, то Бельфигор отнимет все. Он любит отдавать и отбирать. Он демон пустых иллюзий, который внушает человеку, что еще есть время. Я еще сделаю, еще немного выпью, вот еще чуть-чуть погуляю, еще немного поразвлекусь, а потом уже вернусь к делам. Он не любит таких, но он начинает их искушать. Он начинает внушать им вот следующие мысли, что молодость, она один раз дается, один раз живем, гуляй, радуйся. И в итоге человек оказывается абсолютно в пустоте. Он все потерял. Он ждал, он думал, у него есть время, а время закончилось. Бельфигор дает человеку неограниченную власть и наблюдает, как кошка за мышкой. Он играет с человеческими страстями и наблюдает за человеком. И если человек не забыл про духовное, то дары Бельфигора останутся ему. Если забыл, то все отнимется. Поэтому всегда, когда вы что-то внезапно начинаете получать, можете быть уверены, что Бельфигор там тоже замешан. Он там есть. И как только у вас начинаются мысли о том, что я потом сделаю, я немного погуляю, я немного повеселюсь, а работа завтра. Я еще молод. Знаете, да, как мужики говорят. Мне рано еще семью создавать. Я еще не погулял. Я не собираюсь, я могу только алименты платить, а ты там как-нибудь сама. Вот эти мысли внушаемые, ты еще молод, у тебя еще будет время, у тебя еще будут женщины, у тебя еще будет семья, зачем тебе это надо? И через некоторое время он теряет все. Причем мимолетно. Это не только наказание за его предательство и подлость. Это еще то, что он поддался тщеславию. Но тщеславие бывает где-то оправданное, когда человек хочет большего.
и он для этого что-то делает. А есть неоправданные, когда человеку дали, потом у него родились дети, а у многих не рождаются. Потом у него карьера пошла в гору, и он решил пойти по головам. Он решил пользоваться людьми, красотой женщины, верностью друга. Ему все время кто-то внушал, что все будет нормально, у тебя еще жизнь впереди, ты еще все исправишь. Ты же такой уникальный, у тебя же столько всего есть, у тебя же все хорошо. Тебе не надо прилагать усилий, тебя все должны и так любить. Вот это вот суетных мыслей демон, он уже рядом. И он тебя поведет в бездну. За что? За то, что ты свою жизнь используешь не по назначению. Друзья мои, я думаю, этого достаточно для первого раза. Я, конечно же, продолжу эту серию лекций. А пока переварите вот все, что я сняла. Это все те знания, которые веками человечество хранило, передавало. Многое есть, конечно, сейчас в интернет-пространстве можно увидеть многое можно только в определенных книгах прочитать. Но воедино собрать и объяснить, конечно, не все могут. Я надеюсь, что я до вас эту истину донесла. Всем удачи и всех благ. И продолжение, конечно, следует.